Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 20 апреля. Поехали! Крупный лесной пожар охватил некоторые районы штата Аризона. Основной очаг возгорания, который находится в 15 километрах к северо-востоку от Флагстафа, начался еще в воскресенье 17 апреля и распространился уже более чем на 6000 гектар из-за очень сильного ветра. Порывы этого ветра достигают 28 метров в секунду. В некоторых районах местным жителям удалось увидеть впечатляющую стену огня, которая превышала 20 метров в высоту. Эти пожары уже вынудили тысячи людей эвакуироваться из городка в Аризоне. Предупреждения красного уровня об опасных погодных условиях охватывают большую часть юго-запада штата. По состоянию на сегодня этот пожар сдержан на 0%, а это означает, что он продолжает масштабно распространяться по территории. Сухая и жаркая погода очень сильно способствуют этому. Жертв и пострадавших по информации СМИ нет, но уже известно, что пламенем уничтожено 5 домов. В регионе начали проводить и эвакуацию животных. Весенний снегопад, который начался еще вчера, 19 апреля, обесточил 240 тысяч домов в Нью-Йорке и Пенсильвании. В некоторых частях американских штатов такие погодные условия привели к закрытию школ и учебных заведений, а также к проблемам в транспортном сообщении и увеличению числа ДТП. Высота снежного покрова местами достигла 30 сантиметров. В Нью-Йорке были обесточены дома 160 тысяч местных жителей, в Пенсильвании 50. В северной части штата Нью-Йорк было зарегистрировано 35 сантиметров снега. В округе Бум на юге обрушилось 30 сантиметров снега. Там власти объявили желтое предупреждение погодной опасности и был введен запрет на поездки транспорта. В Сиракьюсе стремительный снегопад привел к аналогичным последствиям, а также обрушению деревьев, которые не выдерживали тяжести этих снежных осадков. По данным Национальной метеослужбы, аномально холодная воздушная масса на востоке страны сохранится до конца недели. Власти призывают жителей быть внимательными при движении на личном автотранспорте. Тысячи людей остались без электричества после того, как ночью на Массачусетс обрушился сильный ливень с мощными порывами ветра. По состоянию на полдень сегодня стало известно, что более 8 тысяч домов и предприятий были обесточены. 10 домов получили различные повреждения. Пострадали также и припаркованные автомобили, на которые приземлились поваленные ветром деревья. Ночью был зафиксирован пиковый порыв ветра со скоростью 28 метров в секунду, а в Бостоне и Кейп-Коде порывы ветра достигали 25 метров в секунду. В некоторых районах был отмечен сильный дождь, местами даже выпало 20 миллиметров осадков. Серьезных последствий от ливня не отмечено. На данный момент проводятся работы по расчистке дорог, которые были заблокированы упавшими деревьями, расчищаются завалы. Ведутся работы и по восстановлению инфраструктуры. Вслед за Нью-Йорком и Пенсильванией мощный снегопад накрыл и Канаду, который уже не прекращается целые сутки. 60 тысяч домов в канадской провинции Квебек остались без электричества из-за непогоды. Снегопад парализовал жизнь во многих районах. В Лаврентийских горах действует предупреждение о зимнем шторме. Ожидаются опасные зимние условия с общим количеством снега до 30 сантиметров. Метеослужба Канады выпустила специальное сообщение еще в понедельник вечером, объявив о сильно мокром снеге в провинциях Квебек и Альберта. Такие погодные условия стали причиной проблем в транспортном сообщении. Многие районы остались обесточены. Власти призывают местных жителей быть внимательными при прогулках на улице, а также не парковать личный автотранспорт возле деревьев, так как они не выдерживают налипания мокрого снега. В прошлом году в этом же месяце выпало всего 5 сантиметров снега, а вот в 2007 году куда больше, почти 30 сантиметров снежных осадков. Сегодня погода в некоторых городах прогреется до 8 тепла. Тюменская область вошла в список самых напряженных регионов по лесным пожарам. Власти отмечают сейчас более 100 активных очагов возгорания, многие из них это ландшафтные пожары. Они возникли в 5 районах Тюменской области. Только за последние сутки в регионе зафиксировали 4 новых лесных пожара. Отмечают также 2 крупных пожара в Канском районе недалеко от села Казанского. В социальных сетях все больше появляется видео с бушующими природными пожарами, которыми делятся как очевидцы события, так и оперативные службы.
На некоторых кадрах видно, как от пламени пытаются спастись лоси. Это видео, предположительно, было снято в Канском районе. К борьбе с огнем привлечены 500 человек. С 15 апреля в области введен особый противопожарный режим. В прошлом году на территории Тюменской области были зарегистрированы крупнейшие за последние 10 лет лесные пожары. 180 тысяч гектаров земель пострадало от огня. Был нанесен колоссальный ущерб. В одном из сел Канского района удалось зафиксировать на камеру мобильного прохождение пылевого смерча. В селе Чечеул один из местных жителей, проезжая на личном автотранспорте, заметил формирование этого пылевого вихря. Этот торнадо двигался в направлении улицы Садовой, как отметили другие очевидцы этого же события. Его можно было наблюдать буквально несколько секунд, а затем он растворился в воздухе. При этом он достиг высоты несколько десятков метров. Жертв и пострадавших от его прохождения не отмечено. В Брянской области продолжают набирать обороты весеннее половодье. В этом году разлив реки Десна превзошел все ожидания. Были подтоплены 470 дачных и приусадебных участков. Вода продолжает прибывать каждый час. За последние сутки из-за подъема уровня воды в реках Десна и Болва оказались под водой более 140 приусадебных участков и 4 жилых дома. Отмечается, что пока эвакуация населения не требуется. Наиболее сложная ситуация складывается в поселке Радица-Крыловка с населением около 3500 человек. В областном центре подготовили пункты временного размещения для жителей. Каждый год в пик половодья этот поселок оказывается под водой. Согласно последним данным, уровни воды в реках превысили пойменные значения на величины от 7 до 223 сантиметров, и в ближайшие трое суток ожидается дальнейший подъем воды. Региональное управление МЧС мониторит обстановку с помощью беспилотников. Местным жителям власти оказывают всю необходимую помощь. У побережья Испании был замечен довольно крупный водяной смерч. Многие жители города Торревьеха, который входит в провинцию Аликанте, стали очевидцами такого природного явления. С самого утра небо было облачным, а в некоторых районах выпал некрупный град. Этот водяной торнадо можно было наблюдать примерно минут 10, а затем он растворился в воздухе. С каждым годом у побережья Испании замечают все больше водяных смерчей. Ранее их можно было наблюдать от 1 до 2 в год, а теперь более 5, а иногда они успевают нанести еще и повреждения инфраструктуры. На этот раз все обошлось, торнадо находился далеко от берега. 2 карьерных самосвала в Лумаджанге были сметены внезапным потоком холодной лавы на вулкане Семиру. Этот поток еще называют Лахар. Судя по видео, которое предоставили очевидцы события, несколько грузовиков протащило не менее чем на 100 метров. К счастью, водители сумели вовремя спастись, выпрыгнув из автомобиля. Это событие произошло в деревне Сумбреха, Лумаджанг. В этом месте велись строительные работы в момент, когда внезапно обрушился этот поток лавы. Водители сначала пытались спасти эти машины, проехать своим ходом, но ничего у них, к сожалению, не вышло. Обе машины застряли прямо на пути несущегося Лахара. Сход такого потока произошел из-за недавних дождей в этом регионе. К счастью, обошлось без пострадавших. В Лумаджанге такой поток не редкость, он часто забирает жизни местных жителей. Проливные дожди вызвали наводнения в северных районах Ямайки, в частности в приходе Сент-Джеймс. Сильное наводнение захлестнуло город Монтего-Бэй. Движение транспорта было парализовано. Многие водители оказались в водной ловушке на своих автомобилях, им потребовалась помощь спасателей. Ливни на Ямайке начались еще во вторник и продолжились сегодня. За 6 часов местами выпало более 100 мм осадков. На некоторых участках дорог вода поднималась выше 1 метра. По информации местных СМИ, 2 человека числятся пропавшими без вести. К сожалению, 1 человек погиб. Метеослужба Ямайки выпустила предупреждение о наводнениях в северных районах вплоть до пятницы. В понедельник эти дожди, согласно прогнозам специалистов, должны утихнуть. Это уже второе мощное наводнение в стране с начала этого года.
За последние сутки на Земле произошло 126 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 6,1. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 12 странах. Каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Озеро Хангинг, висячее озеро Глинвуд каньона в Колорадо. На севере штата высоко в горах разместилось удивительное озеро, название которого переводится как «висячее» или «повисшее». Местность тут более чем живописная. Вода озера прозрачная, словно слеза, и сквозь нее можно увидеть все, что нашло свой последний приют на дне. Коряги, ветки, камни, поросшие зеленоватой тиной и водорослями. Подпитывает озерцо несколько прекрасных водопадов. Вода этих водопадов тонкими струйками попадает на зеркальную гладь поверхности озера, создавая волшебный фантастический пейзаж. Туристы приходят сюда не очень часто, их число ограничено, так как никаких автомобильных дорог тут нет. Добраться до этого озера Хангинг можно только пешком. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.